Добрый день! Сегодня у нас очередное видео, и сегодня я покажу основные инструменты портного. Это у нас наперсток и иглы. У нас наперстки бывают открытые и закрытые. И сейчас я расскажу, в чем их отличие и почему они у нас различают. Итак, первое и основное это у нас размер, конечно же. Они отличаются размерами, да? И второе это у нас закрытый и открытый наперсток. Сейчас я расскажу, почему они закрыты и открытые. Итак, почему у нас открытый и закрытый наперсток? Об этом очень много было рассуждений на наших профильных форумах, но из основного в англоязычной среде или итальяноязычной, да, эти наперстки условно различаются как мужской и женский. Да? И для многих моих коллег это было открытием, насколько я понял, да, что такого быть не может. Тогда мне сказали, иглы должны быть мужскими и женскими. Но я что слышал по-английски, то и рассказываю. Да? Но, как выяснилось, основное отличие в чем у нас? Закрытый наперсток, почему он женский считается? Его использовали женщины, те, кто занимается вышивкой. Да? И сейчас я покажу, почему он у них закрытый. Да? Соответственно, они иглой пользуются каким образом? Они ее, когда вышивают, вертикально вставляют в ткань и закрытой частью передней наперстка они прокалывают. Да? Вынимают и дальше прокалывают. Получается вышивка у нас. Да? Портные у нас пользуются, мы пользуемся боковой частью наперстка. То есть нам передняя торцевая часть не нужна. И мы колем вот таким вот образом, да? Если мы сравним, что у нас... Я потом покажу на ткани, как это выглядит, да? В приемах уже. Но портной держит наперсток вот таким образом, колет боковинкой. Игла колет в боковинку наперстка у нас. Еще один такой момент для меня очень важный, что... Многие говорят, мне наперсток не нужен, я им не пользуюсь, но я скажу так, что если вы, например, шьете мужской костюм, и даже если вы просто пришиваете пуговицу, наперсток вам нужен обязательно, иначе вы не сможете прокалывать до конца вашу иглу. Наперстком мы помогаем. Это один из приемов, зачем нам нужен наперсток. А второй прием, я для себя какой-то момент назад понял, что наперстком я пользуюсь не просто как... металлической какой-то штуковиной, да, которой я просто прокалываю иглу. У меня наперсток служит как указка, да, то есть наперстком я помогаю себе делать одинаковые, правильные, ровные проколы или строчки временные, да. Опять сейчас я покажу это все у нас на куске нашей ткани и объясню, как это выглядит, да. Перед тем, как я покажу, как мы пользуемся наперстком, покажу основные элементы, приемы, какие строчки мы используем, я хотел бы сказать пару слов про иглы, которые мы используем в работе. Итак, я сейчас расскажу немножко про наши иглы и почему они у нас разные. Здесь у нас на данном образце 3 иглы, которые мы используем каждый день. И первая игла, правая, она у нас с большим ушком. Для чего нам большое ушко? Для того, чтобы у нас легко вдевалась толстая игла, то есть там толстая нитка. Там 30-ка, меньше, больше. Это обычно та нитка, которую мы используем или в отделочной нашей строчке, или мы с помощью этой иглы и толстой нитки делаем наши петли, пришиваем наши пуговицы. Но в этой игле есть небольшой недостаток, который покрывается в нашей следующей игле. У нас здесь большое ушко, и оно достаточно хрупкое. И если шить изделие только этой иглой, то у вас будет очень большой расход игл, потому что ушко время от времени откалывается или даже может погнуться, если у вас хрупкие иглы. Да? Чтобы этого не происходило, у нас есть иглы, которые называются по-английски sharp, острые, обычные. Соответственно, у нас здесь маленькое ушко для нашей тонкой иглы, и такой иглой мы пользуемся каждый день. Эти обе иглы, это 7-й у нас номер, и если в сантиметры перевести, то это получается где-то 3,8, примерно так, в сантиметрах, да, у нас 3 сантиметра 8 миллиметров. Дальше у нас
есть такая игла, которая называется between, да, то есть between, ну, по-английски это как промежуточное что-то такое, да, у нас. Чем у нас эта игла отличается от предыдущих, кроме размера? Она тоньше, чем наша основная игла, она короче, соответственно, это размер, да, у нас тонкая здесь у нас ушко. И для чего нам нужна эта игла? Этой иглой, когда мы прокалываем, ну, например, подшиваем низ брюк или подшиваем низ пиджака, у нас очень короткие получаются проколы, да? За счет коротких проколов мы добиваемся того результата, что у нас на тонких тканях наш прокол не появляется на лице изделия, да? Для этого мы используем тонкую, короткую иглу. Итак, я еще пару слов скажу про наперстки и их отличия, да? Итак, у нас есть закрытый и открытый, и когда я начинал работать в Нью-Йорке, мне достался закрытый наперсток. Я им работал где-то 2-3 недели, наверное, и потом меня пристыдили мои итальянские учителя, да, и сказали, мужчина должен работать мужским наперстком, на что мне объяснили, что мужской это у нас открытый, да, и с того времени я запомнил. Но потом я, как выяснил из нашего русскоязычного интернета, что закрытый это все-таки наперсток женский, потому что для вышивальщиц, да. Соответственно, вышивкой у нас женщины в основном занимаются. И мужской, как я понял, вот он остается открытый, да. И в чем еще его отличие? Что, например, закрытым мы как пользуемся? Мы прокалываем наше изделие, соответственно, девушки, которые вышивают, у них пяльцы, и они колят вертикально, и тупым концом, который у нас закрытый, да, иголку до конца пробивают, да. Мы, когда шьем пиджак, мы пользуемся открытым наперстком. Почему? Потому что мы прокалываем боковинкой, да, боковинкой наперстка. Сейчас, когда я буду показывать, как мы им пользуемся, будет видно, да, уже в приближении. Дальше у нас наперстки, конечно же, как я сказал, отличаются размерами от самого большого. То есть вот это мой наперсток, который мне подходит, и до самых маленьких, у нас это женские, да, наперстки. Но мои портнихи используют открытые наперстки, потому что мы шьем мужские костюмы, и получается, что небольшое такое несоответствие у нас. У нас в России девушки пользуются мужскими наперстками, это зачастую, да. Еще пару слов я добавлю про наперсток. Я скажу так, что если вы занимаетесь шитьем, то наперстком пользоваться у нас обязательно. Почему? Потому что, ну, во-первых, у вас будут ровнее строчки, у вас качественнее будет строчка. Я сейчас покажу, как это выглядит. И второе, конечно же, вы не будете повреждать свой палец. Это второе условие. Но все-таки основное это то, что у вас будут красивые изделия, красивые строчки на этих изделиях. И когда я работал в Нью-Йорке, у нас были такие моменты, когда нас даже заставлял, ну, меня заставлял мой руководитель, босс, я не знаю, как это сказать, делать красивые, ровные, одинаковые стежки временные, да, вот белыми нитками, когда мы стягаем бортовку. Даже мне было интересно, а для чего я делаю это все так аккуратно, все равно это мы потом будем снимать. На что мне объяснили, что клиент должен видеть изделие в работе, то есть в таком виде проходила примерка и должно было быть все эстетично, да? Соответственно, все стежки выполнялись одинаковыми по ширине, по длине, и они должны были быть достаточно так ровные, да? Потом я в следующих видео объясню, покажу, как это должно быть.